Новые пострадавшие на воскресном марше. Огнестрельное пулевое непроникающее ранение груди справа, ушиб и гематома мягких тканей грудной клетки, выраженный болевой синдром и ссадины. Так закончился вчера марш соседей для одного из его участников. Еще одного жителя Минска садисты избили и заставили на камеру сказать, что Лукашенко – его президент. Силовым структурам что хочешь сказать? Крутые мужики знают, как выбить дурь из головы. Такими действиями они в очередной раз доказали, что любить нелегитимного белорусы могут только под пытками и дулом пистолета. Тем не менее, новый формат протеста, впервые опробованный митингующими неделю назад, продолжил демонстрировать свои преимущества. В частности, собрание людей во дворах с последующим движением к районным точкам сбора бьет по самому слабому месту карателей – их количественному ресурсу. У силовиков просто не хватало наличного состава, чтобы охватить каждый район, где выходили протестующие. Силовики беспорядочно носились по дворам и закоулкам, пытаясь навести панику своими дубинками и безумным фаер-шоу из светошумовых гранат. А участникам марша пришлось отбиваться от них с помощью снежков. Встретив такое сопротивление, бандиты решили хватать кого попало – обычных прохожих и посетителей магазинов, чтобы потом отчитаться перед своим начальством об успешно сданном нормативе по задержанным. Люди стояли возле своего дома, чтобы вы понимали, Волжица. В этот раз им удалось задержать более 400 человек. Соседи не оставят в беде. Литва планирует предоставить бесплатные национальные визы белорусам, которые пострадали от действий нелегитимного режима. С таким предложением выступило Министерство иностранных дел страны. Проект постановления будет рассмотрен на этой неделе на заседании правительства. Если его одобрят, репрессированным белорусам не нужно будет платить консульский сбор за визы категории D, которые позволяют иностранцам, в том числе легально работать на территории Литвы. Единственное условие для их получения – мотивированные заявления о невзимании сбора от литовских госорганов или неправительственных организаций, которые действуют в сфере защиты прав человека и демократии. Планируется, что изменения вступят в силу уже с 1 декабря. До этого времени белорусы, которые вынуждены уехать из своей страны по политическим причинам, могут получить бесплатную национальную визу в консульских и диппредставительствах Литвы по решению их руководителей. Нефть для Беларуси подорожает. Ее цена в следующем году вырастет до 90% от мировой. Сейчас ее стоимость находится на уровне 85%. Такие цифры озвучила недавно заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Светлана Гурина. При этом чиновница даже не берет во внимание возможность снижения данной цены. Это значит, что белорусская делегация не может или не хочет идти на обозначенные российской стороной условия. Ежегодное подорожание нефти для нашей страны влияет на эффективность нефтепереработки и выливается в необходимость увеличения цен на топливо на внутреннем рынке. Но вот что интересно, на самом деле белорусские власти скрывают от нас тот факт, что стоимость нефти для Беларуси снизилась из-за падения цен на нее. В 2019 году, к примеру, Беларусь платила за нефть более $365 США за тонну, а в текущем году данная сумма снизилась на более чем 40%. И составила чуть более $200 США за тонну. При этом топливные цены в нашей стране по итогу выросли более чем на 3%. Поэтому не стоит верить всему, что говорят чиновники. Очередное вранье ради наживы за счет простых граждан. Независимость в обмен на газ. Сегодня на встрече с Михаилом Мясниковичем Лукашенко с удивлением для себя обнаружил, что это был тяжелый год. А следующий, по его мнению, будет еще хуже. Дар прогнозиста проснулся в самодержце в преддверии саммита Высшего Евразийского экономического совета, который состоится 11 декабря. В связи с эпидемиологической обстановкой мероприятие должно пройти в онлайн-формате, но нелегитимный настойчиво пытается продавить очную встречу с представителями стран ЕАЭС, ссылаясь на то, что по телевизору ему общаться не нравится. Главная тема, о которой Лукашенко хочет посекретничать с лидерами Евразийского союза, это единая цена на газ. Отметим, что в союзном образовании главным регулятором в этом вопросе является Россия. Предыдущее собрание глав государств ЕАЭС, проходившее весной текущего года, оставило без удовлетворения претензии Лукашенко о снижении фиксированной для Беларуси цены на российский
украинский газ. По мнению агрофюрера, вершиной несправедливости здесь является то, что ему газ продают дороже, чем в Германию. И это в год 75-летия победы над Гитлером. Дорогой Владимир Владимирович, в свою очередь, уступать узурпатору в этом вопросе не собирался. Более того, Путин поставил все страны ЕАЭС перед фактом. Единый тариф на газ будет лишь в том случае, если в экономическом союзе будет реализован единый рынок с единым бюджетом и системой налогообложения. Терять независимость в обмен на газ, российская цена на который в настоящее время сравнима с общемировыми, страны-участницы Союза желанием не горели. Кроме одной, мнением населения которой последние 26 лет никто не интересуется. Как следствие, нас ожидает новый раунд переговоров лидеров ЕАЭС, на котором диктатор вновь будет пытаться продать страну по выгодному для себя прайсу. С риском для жизни стали известны подробности визита Лукашенко в красную зону 6-й больницы в Минске. Как и стоило ожидать, свое здоровье нелегитимный правитель не собирался подвергать опасности. Чего не скажешь о жизни тяжело больных пациентов. Накануне приезда важного гостя по медучреждению мелким чесом прошли около 60 сотрудников собственной безопасности, КГБ, ГАИ и МВД. Отдельного бойца выделили для проверки всего больничного мусора. Пациентов, с которыми нелегитимный вел беседу о забастовках, заранее просканировали металлоискателями. В день X сотрудникам больницы было приказано опустить все шторы, не выходить из кабинетов и не перемещаться между корпусами. Кроме того, в терапевтическом корпусе были отключены лифты. Если бы кому-то из больных понадобилась срочная реанимация, люди могли ее просто не дождаться, а ведь показуха превыше всего. А статистику по смертности Минздрав все равно нарисует какую надо. К лечению пациентов медики смогли приступить только после того, как было окончено цирковое представление с узурпатором в главной роли. На этом у меня все. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, Twitter и Telegram. Берегите себя и живи Беларусь!